Наверное, каждый из вас согласится, что наша планета прекрасна и уникальна. Но помимо всего хорошего, на ней существуют такие места, оказавшись в которых вы ни за что не поверите, что находитесь на родной планете. Невероятные пейзажи, опасные места и экстремальные условия – все это вы увидите в сегодняшнем выпуске. Если вы всегда хотели научиться летать, то это место для вас. Гора Вашингтон находится в северо-восточном регионе США. Ее высота относительно невелика, всего 1970 метров. Прославилась она своей экстремальной погодой и самыми сильными ветрами на Земле. Такие условия возникают из-за схождения нескольких ветров, в основном из Атлантического океана, южно-восточного и северо-западного побережья США. С ноября по апрель сильный ветер может не утихать в течение 16 часов. Горе Вашингтон принадлежит мировой рекорд скорости ветра. 12 апреля 1934 года он пронесся со скоростью 372 км в час. Приятным бонусом к таким ветрам еще идет и температура воздуха. Например, 16 января 2004 года метеостанция на вершине зафиксировала температуру в минус 42 градуса Цельсия, а скорость ветра 140 км в час. Такие условия дают жесткость погоды, равной минус 75 градусов Цельсия. На вершине горы расположена метеостанция и обсерватория, которая способна выдержать ветер до 500 км в час. Если вдруг вы захотели увидеть внеземные пейзажи, то отправляйтесь в пустыню Данакиль. Ведь похожий ландшафт вы смогли бы увидеть на спутнике Юпитера, который носит название Титан. Таких фантастических пейзажей вы больше не увидите нигде на Земле. Нахождение на территории в этой пустыне даже непродолжительное время может навредить вашему здоровью. Ведь там рекордно высокая температура окружающей среды. В летний сезон она может достигать плюс 65 градусов Цельсия. А также там есть озера из серной кислоты, действующие вулканы, ядовитые испарения, низкая влажность и еще много различных факторов. Если этих опасностей вам мало, то это еще не все. На территории пустыни и рядом с ней проживают два африканских племени, причем каждый из них считает себя настоящим хозяином местных территорий. Поэтому между племенами периодически происходят стычки. Если вы думали, что соленее Мертвого моря ничего не бывает, то вы ошибались. В пустыне находится самый соленый в мире водоем – озеро Ассале. Из-за огромной концентрации соли в его водах весь берег покрыт кристаллическими образованиями. Еще здесь находится незастывающее лавовое озеро Арта-Алле, в котором вместо воды кипит лава. Также это место называют «Ворота в ад». Следующее удивительное место нашей планеты находится на границе двух государств – Кении и Танзании, в долине активных вулканов и вечной жары – озеро Натрон. Это озеро убивает практически всех, кто в него попадает. Вода имеет необычный химический состав и представляет собой смесь высокой концентрации солей и щелочи. Температура воды нередко достигает 50 градусов по Цельсию, а глубина озера не более 3 метров. Когда вода испаряется, щелочность повышается до критической отметки. Во времена засухи расцветает вся микрофлора озера. Эти условия заставляют микроорганизмы выделять красный пигмент в процессе фотосинтеза. Чем больше глубина, тем насыщеннее получается красный оттенок. У берегов более оранжевый цвет, так как бактерий там меньше. В определенные периоды в воде образуется корка из соли. В феврале и марте вода в озере может быть и вовсе вязкой из-за высокого содержания карбоната натрия. Но даже при таких убийственных характеристиках этого озера есть животные, которые вполне комфортно чувствуют себя в такой воде. Хотя их и не так много, всего 2 вида. Первый вид – это рыбка под названием щелочная тилапия, причем это озеро – ее единственное место обитания в мире. А второй вид – это малый фламинго. Эти птички отлично прижились в таких условиях. Они строят свои гнезда на соляных островах, а едкий запах и способность воды убивать все живое отпугивает крупных хищников.
Таким образом, это озеро спасает от вымирания этих птиц. Ежегодно во времена размножения это озеро способно принимать порядка 2 миллионов пернатых. Если же говорить о других животных, которые попали в озеро, то щелочная среда мгновенно убивает их, превращая тела в окаменевшие мумии. Если вы подумали, что не относитесь к животным, а носите гордое название «человек», то все равно вы не становитесь исключением, и для вас это озеро по-прежнему очень опасно. Даже если просто коснуться воды, на коже тут же образуется химический ожог, который намного болезненнее, чем обычный, и заживает в 2 раза дольше. На берегу озера вы сможете наблюдать множество мумий птиц и других животных. Они замерзают в определенном положении и не могут разлагаться из-за толстого слоя минералов на себе. Одним из первых людей, кто начал изучать и фотографировать это удивительное место, был Ник Бран. Его фотографии мертвых птиц, которых озеро не пощадило, путешествуют по интернету. Он собрал эти чучела и поставил их в позу, будто смерть застигла их врасплох. Очень жутко, но это служит примером для людей. Бросая вызов природе, нужно делать это с умом, ведь не всегда в этом сражении вас будет ждать успех. Дорога смерти Юнгас – одна из самых страшных дорог в мире, где люди молятся перед тем, как поехать по ней. Длина дороги составляет 70 километров, а ширина всего 3 метра. По всему пути следования средняя глубина пропасти составляет 600 метров. Это единственная дорога, которая соединяет город Ла-Пас, расположенный в кратере потухшего вулкана на высоте 3600 метров, с небольшим городом Коройка, расположенный глубоко в лесах и покрытый густыми лесами. Ежегодно на этом пути уходит в иной мир около 300 человек, срывается более 30 машин и автобусов. Вдоль дороги можно увидеть обломки автомобилей, сломанные деревья и самодельные кресты, установленные родственниками ушедших. Машины здесь с трудом расходятся, и то это можно сделать не на всех участках дороги. В некоторых местах дорога сужается настолько сильно, что по ней можно проехать только одной машине, свисая одним колесом над пропастью. Самый опасный остров в мире – Кеймада-Гранди, но чаще его называют Змеиный остров. Находится в Атлантическом океане в 35 километрах к югу от побережья бразильского штата Сан-Паулу. На первый взгляд вам может показаться, что это райское место, окруженное океаном и теплым климатом. Возможно, это и так, если смотреть со стороны. Но стоит вам ступить на этот остров, как вы тут же пожалеете об этом. Он полностью закрыт для туристов и посетителей. На Змеином острове не имеется никаких построек вроде домов и гостиниц. Только белеет одинокий маяк, работающий уже в автономном режиме. Единственными островными обитателями являются змеи. На 1 квадратный метр там обитает до 5 смертоносных гадов. Также здесь водится одна из самых опасных змей на планете – копьеголовый островной батропс, обладающим одним из самых страшных ядов. Укус батропса вызывает быстрое омертвение тканей от места укуса и до самых костей. Яд этой змеи убивает мышь всего за 2 секунды, человеку понадобится чуть больше времени, но часто исход тот же. На острове нет другой живности, так как любое животное сразу становится добычей змей. Они питаются преимущественно перелетными птицами, которые спокойно садятся на ветви деревьев, не подозревая о поджидающей их смертоносной опасности. К слову, это единственный известный в истории случай, когда змеиное сообщество полностью выгнало из территории человека. Одна банановая компания планировала устроить на острове плантации бананов, но змеи ответили решительным отпором. Рабочие, едва ступив на землю, были атакованы змеями. Людей не спасли даже высокие сапоги, батропсы отлично лазят по деревьям и часто нападают на жертву с высоты. Так что удалось расчистить небольшую часть острова, где и был установлен маяк. Но вскоре все 3 смотрителя маяка погибли от укусов змей. Через несколько лет на остров высадилась новая партия рабочих, гораздо более подготовленных. Люди были в спецодежде из плотной резиновой ткани, способной защитить от смертоносных укусов. Но при подготовке операции не учли присутствие невыносимого жаркого климата острова. Участников экспедиции, которые не имели возможности раздеться, от нестерпимой духоты не выдерживало сердце. Вскоре люди даже пытались полностью выжечь остров, но и это не сработало из-за частых тропических дождей. В конце концов, люди устали бороться с напастью и вновь отступили, а правительство Бразилии объявило Змеиный остров запретной для посещения зоной. На этом все, друзья. Напишите в комментариях, в каком из этих мест вы бы хотели побывать. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!